Всем привет! Сегодня вас познакомлю с новой моделью ТВС наушников под названием AceFast T3. Данные наушники интересны наличием чипа Qualcomm QCC3040 с поддержкой aptX. У них Bluetooth-версия 5.2, благодаря чему более стабильная работа и лучшая автономность, режимом шумоподавления CVC 8.0, полноценным управлением музыкальным плеером, в том числе и регулировка звука, необычным дизайном кейса, а также большим 13-мм динамическим драйвером. Первое, что бросается в глаза после снятия почтовой упаковки, это стильная тяжелая коробка больших размеров из плотного картона. Никогда не видел, чтобы производитель так заморачивался с упаковкой беспроводных наушников. Обычно же распечатал наушники, вынул все ценное, а коробку на выброс. А тут рука не поднимается утилизировать сие чудо. Но, как говорится, встречают по коробке, а провожают по звуку. Забегая вперед, скажу, что со звуком тут тоже все в порядке. Кейсы и наушники упакованы по отдельности, закреплены в прочном блистере. Также в комплекте кабель USB-C, две пары сменных эмбушюров, это размер S и L, М-ка уже на самих наушниках. И краткое руководство, русский язык присутствует, там есть вся основная информация по подключению и эксплуатации. В целом комплектация стандартная, и поэтому я предлагаю перейти к осмотру внешнего вида и качества сборки. Как видите, дизайнеры постарались не только над коробкой, но и над кейсом. Оболочка кейса выполнена из прозрачного пластика, не самого дешевого, но и недорогого, что-то среднее. В потных руках кейс будет скользить. Габариты кейса 60 на 48 на 26 мм, вес около 34 граммов. Снизу разъем Type-C, спереди название бренда и единственный индикатор, демонстрирующий уровень заряда и текущее состояние устройства. Кейс имеет закругленные ребра, поэтому поставить его не получится. Крышка магнитная, открыть одной рукой можно. Она немного шатается, но шарнир тут усиленный. На своих местах наушники удерживаются с помощью магнитов. Крепление плотное и надежное. При тряске футляр практически не издает звуков. Извлечение наушников при этом не доставляет никаких неудобств. Посадочные места под наушники промаркированы. При всем желании вставить их не в то гнездо не выйдет. Внутри слотов для наушников размещены подпружиненные контакты для зарядки. Качество сборки самих наушников хорошее. Габариты наушников 33 на 21 на 22 мм, вес порядка 7 граммов. Внутриканальные наушники имеют массивный динамический драйвер, который размещен на длинной плоской ножке с сенсорным управлением. В верхней части ножки находится микрофон для работы шумодава, LED-индикатор, демонстрирующий текущее состояние, и небольшая сенсорная площадка. При этом работа с сенсорными площадками неудобств не доставляет, и находятся они интуитивно. В нижней части ножки расположены контакты для зарядки и микрофон. Для работы режима CVC 8.0 используется система из двух микрофонов на каждом наушнике. Форма наушников удобная. Обеспечивается хорошая опора на чашу ушной раковины. Звуковод овальной формы, закрыт массивной сеткой. Диаметр драйвера целых 13 мм. Рядом со звуководом находится компенсационное отверстие. К сожалению, датчика положения в ухе сюда не завезли. Это значит, что вынув наушники из уха, автоматической паузы при прослушивании музыки не последует. Наушники спокойно синхронизируются при помощи Bluetooth 5.2 как с Android смартфонами, так и с устройствами под управлением iOS. У меня Galaxy S21 Ultra. Проблем с подключением наушников к смартфону не возникло. После сопряжения достаточно откинуть крышку, и через пару секунд наушники автоматически подключаются. Закрываем крышку, связь разрывается. Всплывающие плашки с информацией заряда каждого наушника и кейса не предусмотрено. Также понравилось то, что наушники всеядны в отношении аудиокодеков. Кроме привычных AAC и SBC, здесь присутствует поддержка aptX, но нужно учитывать, что работать они будут только с теми гаджетами, которые также его поддерживают. Что мне очень понравилось в этих наушниках, так это полноценное управление. Даже громкость звука можно регулировать. Управление гарнитурой осуществляется с помощью сенсорных панелей в верхней части ножек. Работают они хорошо, корректно регистрируют все нажатия. Ответить или завершить звонок – двойной тап. Отклонить вызов – нажать и удерживать в течение 2 секунд. Воспроизведение пауза – двойной тап. Следующая песня – тройной тап по правому наушнику. Предыдущая песня – тройной тап по левому наушнику. Увеличить громкость – 1 тап по правому наушнику. Уменьшить громкость – 1 тап по левому наушнику. И это еще не все. Голосовой ассистент – нажать и удерживать кнопку на левом наушнике. Все это прекрасно работает, управление очень удобное, не надо доставать смартфон на морозе, чтобы переключить или убавить звук. Но сенсор на наушниках начинает плохо срабатывать, если кончик пальца сухой. Это у меня случилось на улице в минус 25 градусов. Внутренняя поверхность овальной части наушников имеет эргономичную форму. Звуковод не очень длинный, соответственно, посадка у AceFast T3 очень комфортная. В них вполне можно провести пару-тройку часов без признаков утомления.
При правильном подборе силиконовых насадок они хорошо держатся в ушах при беге и любых занятий в тренажерном зале. Плюс ко всему, наушники имеют защиту от пота и брызг по стандарту IPX4, так что для активности и повседневного использования они отлично подходят. Отдельно хочется упомянуть работу CVC 8.0, работу которого ты совсем не замечаешь, пока не окажешься в шумном месте. Заявленное шумоподавление включается только в режиме разговора по телефону. Разумеется, наушники можно использовать как по отдельности, так и в паре. Система CVC 8.0 хорошо отсекает посторонние звуки, благодаря чему собеседник будет слышать ваш голос четко даже в шумном месте. Внутри наушника звуковой драйвер диаметром 13 мм. Звук очень мощный для такого уровня, он достаточно сбалансированный и достоверный. Зачастую за подобную стоимость мы получаем только качающие низы, но жертвуем детальностью. Здесь же звук сбалансированный, более светлый и приятный. Середина присутствует в нужном количестве, добавляя звучанию телесности и объема. С вокалом тоже все отлично. Звук действительно можно условно назвать премиальным, так как зачастую для получения подобного результата нужно потратить куда больше денег. Причем AceFast T3 можно смело назвать универсальными, так как они одинаково хорошо проявляют себя как в современных электронных направлениях, так и в роке или тяжелом металле. Уровень громкости хороший, обычно я не поднимаю его выше 80%, но если хочется добавить еще на любимом треке, то запас есть. Задержка звука при использовании кодека aptX отсутствует, поэтому наушники идеально подходят для игр и просмотра видео. Емкость батареи наушников составляет 40 мАч, а у зарядного чехла 400 мАч. В моих тестах на средней громкости при прослушивании музыки наушники прослужили около 5 часов. Для полной зарядки наушников от кейса понадобится 1,5 часа. От кейса гарнитуру можно зарядить до 4 раз. Сам кейс заряжается за 2 часа. Без каких-либо сомнений я могу рекомендовать вам новые ТВС-наушники от компании AceFast. Модель T3 получила ряд эмоционально положительных сторон, и давайте я расскажу немного о них подробнее. В первую очередь мне понравилась посадка и эргономичный дизайн наушников с незначительным весом. Также устройство обладает поддержкой последних технологий. Это Bluetooth версии 5.2, многофункциональное сенсорное управление и шумоподавление CVC 8.0. Кроме этого, к плюсам я могу отнести идеальное звучание благодаря 13-мм драйверу и наличию чипа Qualcomm QCC3040 с поддержкой aptX. Но минусы также имеются, и, наверное, главный из них – это глянцевый пластиковый корпус, который, между прочим, поставляется только в одном цвете. Да, возможно, наушники не получили функцию активного шумоподавления, режима прозрачности и сенсора автоматической паузы. Но не стоит забывать, что наушники AceFast T3 получили относительно невысокий ценник. В остальном наушники шикарны. Ссылку на беспроводные наушники AceFast T3 указал в описании под видео. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем хорошего настроения и удачных покупок!